Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике мы отправимся далеко на север, насладимся видами тундры, поищем яйца динозавров, посетим кладбище кораблей и даже исследуем пещеру. Ну, по крайней мере, попробуем это сделать. И это далеко не все, поэтому присаживайтесь поудобней. Герой сегодняшнего ролика – Териберка. Для начала давайте разберемся, где она находится. Териберка располагается на берегу Баренцева моря, в северной части Кольского полуострова. Самый простой способ сюда добраться – это автомобиль. Собственно, им я и воспользовался. Если нет своего авто, то есть вариант взять его на прокат в Мурманске. Цены на тот же Дастер стартуют от 3000 за сутки. Большая часть дороги заасфальтирована, но последние километров 20 грунтовка. Проехать можно даже на легковом автомобиле. На дороге есть несколько примечательных мест. Ну что, минут 20 уже трёсся по грунтовке. И вот тут первая такая достопримечательность, такие площадочка с такими сейби, да, если не ошибаюсь, это называется. Вот их тут очень много. Вид отсюда офигенный. Идет дождь. Ладно, я еще сюда обязательно вернусь, когда погодка будет получше. Но вернемся к дороге. Она очень красивая. Ей смело можно посвящать отдельное видео. За 3 дня, что я был в Териберке, я проехал по ней раз 6. И каждый раз она была разной. Дождь, солнце, туман, а иногда и совсем уж какие-то космические виды. При этом смениться они могли буквально за пару минут. Ну вы только посмотрите на этот вид. Просто облака над озером. Такое ощущение, что сейчас оттуда летучий голландец с Джеком Воробьем выплывет сюда. Офигеть. Кстати, это видео я снимал примерно в час ночи. Летом солнце здесь не садится. Это называется полярный день. Это, чтобы вы понимали, я отъехал буквально 2 минуты от того места, где сейчас снимал солнышко и облачка. Жесть какая-то. Вторая достопримечательность называется Териберский гаишник. Эту локацию понемногу создают сами туристы, оставляя здесь разные вещи. В итоге получился своеобразный арт-объект. Ну что, наконец-то мы доехали до Териберки. Правда, понять, что это за поселок, тут сложно, потому что вся табличка заклеена наклейками. Ну и я, конечно же, внесу свой небольшой вклад в это дело. Бахнем сюда и нашу наклеечку. Все, теперь и мы здесь отметились. Часто туристы Териберкой называют как сам поселок, так и поселок Ладейное, который находится чуть севернее. Ладейное – это совсем небольшой поселок с несколькими многоэтажными домами. Собственно, съем квартиры в таком доме и есть самый дешевый вариант проживания. Я, например, снял двушку за 3000 в сутки. На второй день наконец-то выглянуло солнце. Солнышко, наконец-то. Сразу виды преобразили. Смотрите, какая красота. Тундра. А всего-то от дома отъехали на минут 5. Вон там мы живем. Ладно, сейчас поедем дальше. А дальше меня ждал шлагбаум. Строительство водозаборных сооружений. В общем, сейчас здесь стоит шлагбаум, и теперь только пешочком. Первое, на что можно посмотреть, это метеостанция. Она действующая. Но проход на нее запрещен. Зато рядом находится старое здание метеостанции, и туда зайти можно. Хотя ничего интересного внутри нет. От метеостанции отправляемся к берегу. Знаете, мне кажется, сколько бы лет не было человеку, когда он видит вертолет, так и хочется сказать: «О, вертолет!» На побережье находится одна из основных достопримечательностей Териберки – пляж Яйца динозавров, ну или драконьи яйца, кому как больше нравится.
Конечно, на пляже нет никаких яиц, все дело в форме камней. Некоторые из них уж очень напоминают яйца. Ну что, похоже на драконье яйцо? То есть, по сути, это просто огромный такой пляж с камнями. Как в Адлере, только камушки побольше. Камушки побольше и виды поинтересней. Отправляемся дальше. Следующая цель – водопад. Блин, вот я иду и не перестаю офигевать от запаха. Просто такой морской запах, чистый, такая свежесть. Не знаю, я привык, что на Финском заливе это вонь какой-то тины обычно, но здесь вообще по-другому. И виды. Очень красиво. Давно хотел побывать в Норвегии, но, видимо, не судьба. Поэтому русская версия Норвегии тоже неплохо. Погода меняется очень быстро. Если вчера я жалел о том, что забыл перчатки дома, то сегодня прям солнца вроде нет, но довольно-таки жарко. По дороге постоянно попадаются какие-то озера, ручейки, и не перестаешь удивляться, сколько же тут крутых мест. Был один момент, который мне не давал покоя. Единственное, что меня пугает, так это медведи. Вчера хозяйка квартиры сказала, что да, конечно, они здесь есть, там аккуратней. Блин, а как аккуратней-то? Вон здесь куча кустов. Сейчас выскочит какой-нибудь медведь. И что мне с ним делать? Но я слышал, что шуметь надо, когда идешь, и медведь слышит и убегает. Так что буду громко разговаривать, чтобы все медведи убежали. К счастью, за всю поездку на Кольский медведей я так и не повстречал. Ну что, я уже слышу водопад. Вот там он. Люди понемногу подтягиваются. Жарко, пипец. Блин, мне кажется, я сейчас все свои аккумуляторы посажу, а еще даже до водопада не дошел. Ну тут реально очень красиво, такие виды. Скалы прям, смотрите, какие сзади. Так, сейчас устроим чемпионат по запусканию блинчиков. Сейчас я наберу плоских камушков. Готово. Так, ребята, ну что? Чемпионат Териберки по запусканию блинчиков объявляется открыто. У-ху! Ну что, вот и долгожданный водопад. Водопад называется Батарейский. Его высота около 18 метров. И уверяю вас, вживую он выглядит гораздо красивее, чем на видео. Хотя и на видео он хорош. Ну и как не заглянуть на птичий базар, тем более, что он находится совсем рядом. Блин, я не знаю, слышите вы или нет, но тут реально галдят птицы где-то внизу. Птичий базар – это одно из тех мест, от которого многого не ожидаешь, но в итоге оно доставляет много положительных эмоций. Ребята, почем яйца? Я видел подобное только по телевизору, вживую ни разу. И с уверенностью могу сказать, что это очень круто. Ну что, я думаю, вы понимаете, да, почему это называется базаром. Сидят, орут. Все как на классическом базаре. Но выглядит прикольно, прям вообще. Ладно, весело здесь, конечно, но впереди еще много красивых мест. Следующая цель – старая береговая батарея. По пути попадется еще один водопадик поменьше.
уже слышно второй водопадик. Но он гораздо меньше, но тем не менее, тоже водопадик. Ну что, вот этот маленький водопадик второй. Конечно, по сравнению с первым, этот вообще больше на порог похож, но все равно прикольный. Тем более, все равно вы его увидите, когда пойдете к батарее. На самом деле в районе водопада очень много всяких дорожек, тропинок и очень легко заблудиться, что я, конечно же, и сделал. Сначала пошел не туда, зато меня ждал очень красивый вид на озеро и горы. Дорожка, ведущая к береговой батарее у маленького водопада. Когда смотришь на тундру, может показаться, что здесь толком нет растений, то есть какие-то там лишайники, кустарники, но на самом деле это не так. И даже сейчас можно сказать, что я сижу на дереве, потому что у меня под ногами береза. То есть вот так она здесь выглядит. Тут маленькие листики, по листикам ее можно узнать. То есть здесь кругом на самом деле очень много и растений, и ягод, и цветов. Главное смотреть под ноги и обращать на это внимание. Только что была жарища, уже холодный ветер. Нужно одевать назад все, что снял. Дождь уже закончился. Наконец-то показались орудия. Их тут 4. Здесь располагалась батарея береговой обороны номер 199. Построенная в 1930-х, она должна была прикрывать Териберку от высадки десанта и захода вражеских кораблей. Ну что, вот так выглядят позиции. Орудия, конечно, тут уже многие десятилетия стоят под открытым небом, поэтому все заржавело, ничего не крутится. Но, тем не менее, можно представить, как когда-то это работало. Батарея просуществовала до 1950-х годов, затем ее расформировали. Орудия убирать не стали. Уже более 70 лет они здесь стоят и напоминают о давно ушедшей эпохе. Ну что, походил я по позициям орудий. На самом деле, если вы интересуетесь такими вещами, возможно, вам будет интересно. Но мне здесь больше понравились даже не эти пушки, а виды. Кругом здесь просто красотища. И здесь вот уже прям Баренцево море. И вроде как я читал, что именно отсюда можно увидеть в море китов. Но я не знаю, какое у вас должно быть зрение, чтобы их увидеть, но возможно и можно. Идешь, сухо, потом раз, какое-то болото, потом опять сухо. Фух, знаете что, здесь такой уютный мох, я не знаю, можно ли применять к нему это слово, но он прям такой мягкий, теплый, классный, просто хочется кинуть все и завалиться, и отдыхать. Почему-то ни в одном видео про Териберку не говорится про вот ту пещеру. Я не знаю, может там неинтересно, может она какая-то совсем ни о чем. Но я хочу туда сгонять. Поэтому погнали в пещеру. Так, я уже близок. Вон она. Жарища, пипец опять. Жарко стало. Блин, ну вот по этим камням, конечно, ходить вообще все ноги переломаешь. Дорога к пещере лежит через филиал пляжа Яйца динозавров. На самом деле в округе много таких пляжей, все они похожи. Просто тот, что называется Яйцами динозавров, ближе всего к поселку. Так, ну что, пещера у меня за спиной.
Отсюда выглядит так страшненько. Вообще не люблю пещеры. Ну, раз уж приехал, надо заглянуть в это. Блин, реально снег в июле. Ну, может, те, кто в горах живут где-то, их это не удивляет, но для меня снег в июле это странно. Ну вот прям. Офигеть. Так, ну что тут? Немножко грохнулся. А, ну она вообще небольшая. Ну понятно, почему в нее не ходит. Тут не хрен делать. То есть он уже конец. Ну нафиг эти пещеры. Чуть не грохнулся опять. В общем, понятно, почему сюда никто не ходит, потому что тут нефиг делать. Хотя я читал, что она метров 50. Может, там проход какой-то дальше, фиг знает. Блин, эти мангалы повсюду просто. Куда бы, по-моему, ты не зашел, там будет мангал. Я еще удивился, какой то пещере мангала не было. Они особо не говорят, потому что там особо нефиг делать. И идти туда тоже так себе. Только что в бухте увидел кита. Он, конечно, был очень далеко, но тем не менее. Сейчас посижу, посмотрю, может еще раз прыгнет. И вы увидите, может. Кстати, я заметил, что рядом на стульчиках сидели ребята, которые явно целенаправленно пришли смотреть на китов. Также есть вариант взять морскую прогулку на катере. Но нужно понимать, что далеко не факт, что вы увидите китов. А стоимость часовой прогулки стартует от 4500 рублей. Не, что-то кит больше не хочет вылазить, прыгать, показываться. Ближе к обеду количество туристов стремительно росло, и я обалдел от количества машин на парковке. Утром никого не было, ну и сначала не понял, почему мне перегородили дорогу. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят, у нас стоянка находится здесь. А мы утром ехали, вообще никого не Я было. понимаю, но в следующий раз... Да, хорошо, окей, мы просто не знали. Друзья, передайте, что стоянка здесь, а остальное там все за штраф и очень сильно. А, все, окей, я скажу. Так что, ребятушки, машины оставляем на площадке перед метеостанцией. А, тут уже можно машину допарковать. Ну что, нагулялись. Теперь нужно покушать. Сейчас затестим местный ресторанчик. Ресторанчик, кстати, красивый, сразу привлекает к себе внимание. Интерьер, обслуживание, видок на твердую 5. А вот цены не очень. Вопрос возник после просмотра меню. А что с ценами? Почему суп стоит 2500, а уха 700? Походу я со своими финансами смогу здесь заказать только воды из садового шланга. Я в итоге заказал попробовать манты из оленины за 800 рублей. Ну что, манты с олениной. Никогда, кстати, не ел оленину. Ой. Ну, не знаю. Такое обычное мясо. В ресторанчике такая доска с наклейками. Конечно же, нужно и мне здесь отметиться. Сейчас найду местечко. Так, чтобы никого не обидеть. Вот сюда наклеил. Все. Самая красивая наклейка. Ныл я по поводу цен, но на самом деле вкусно, вид красивый, обслуживание классное, поэтому хорошее место. Почему бы не заглянуть? Никто же не заставляет тут каждый день есть, правильно? Ну что, подкрепились? Теперь можно посмотреть и на саму Териберку. Одно из самых красивых мест здесь — это огромный песчаный пляж. На нем есть несколько интересных местечек. Блин, какой офигенный вид. Вот я не знаю, видно это или нет, но вот все сопки, вершины все сопок в тумане таком, и пробивается солнышко через это все. Просто офигенно. Первое, что сразу привлекает к себе внимание, это огромные качели. Если вы в инстаграме Териберка вобьете, там явно будет что-то с ними. Сейчас я обязательно попробую на них прокатиться. Уху! Ну что, покатайтесь со мной немножко.
Прикольно. Сейчас, конечно, уже вечер, народу нет, но я думаю, днем, в выходной день здесь запаришься в очереди стоять, чтобы покататься. Второе место – это зона отдыха из лодок. Здесь можно посидеть и подумать о высоком. Сидишь, отдыхаешь, любуешься сопками, лодочками, водичкой. Классно. Красота. Я попал на пляж во время отлива, и береговая линия менялась просто на глазах. Погода снова меняется, все заволакивает туманом. А самый прикол в том, что вот эта коса, по которой я иду, ее буквально минут 30 назад здесь не было. То есть, когда я пришел на пляж, она только-только начинала появляться. И сейчас уже просто такой бам, мост песчаный в залив. Ну что, посмотрели разные арт-объекты. Теперь идем вот этому вот летучему голландцу в тумане. Посмотрим на него поближе. Так, ну что, сейчас отлив, поэтому по кораблю можно полазить. Эх, как только сюда залезть, удобненько найти. А так... Опа. Так, тут прямо все. Трюм вон с песком. Канаты всякие. Ну, понятно, что здесь все уже разбили. Вот так посмотреть можно. Вон штурвал тут был. Плавно, окна все разбиты. Блин, со своим жирным рюкзаком огромным застрял тут. Это рыболовецкое судно появилось здесь в 2020 году. Его выкинуло на берег во время сильного шторма. И вот уже как 2 года оно радует посетителей Териберки, став одной из основных точек притяжения для туристов. Ну что, мне больше всего здесь понравился вот этот вот старый корабль. По-моему, самое крутое место. Реально к нему не кончается поток туристов. Так что вот что нужно для счастья поселка. Просто заброшенный корабль, и все. Если это судно появилось здесь случайно, то сейчас мы отправимся в место, где не нашедшие применения суда доживают свой век по воле бывших владельцев. Сейчас так атмосферно здесь вот с этим туманом, поэтому сейчас, наверное, еще сгоняю на так называемое кладбище кораблей. Раньше Териберка была районным центром, а также крупным рыболовецким поселком. Но в 60-е годы районный центр перенесли в Североморск. А из-за появления крупнотоннажных судов прибрежный промысел потерял свое значение, и некогда крупный районный центр начал превращаться в полузаброшенный поселок. В то самое время в этой небольшой бухте встали на свою последнюю стоянку около 15 рыболовецких судов. То, что вы сейчас видите, это все, что от них осталось. Вот вам памятка, как из кучи заброшенных кораблей сделать объект туристического показа. Так. Вчера мы сюда вечером ехали, и вот это место, на котором я сейчас стою, было под водой. Торчали только верхушки этих кораблей. И эта локация выглядела, ну, так себе, сомнительно. То есть я подумал, что тут интересного. Но сейчас вода отошла, и виды открылись интересные.
печальные и одновременно интересные. Ну и чтобы не быть голословным, специально для вас я приехал сюда во время прилива. Ну вот буквально пару дней назад я вот здесь ходил и снимал, но сейчас все это место под водой. Так что, если хотите увидеть, так скажем, во всей красе это место, то нужно, конечно, смотреть на него во время отлива. Ну и пока выглянуло солнце, я решил еще раз заглянуть на пляж. И он, как и ожидалось, заметно преобразился. Не перестаю удивляться тому, как меняется внешний вид Териберки в зависимости от погоды. То есть, когда я тут первый раз ходил, был туман, пасмурно, и это была одна картина. Сейчас выглянуло солнце, и это просто, не знаю, какой-то пляж на Черном море. Вас, наверное, как и меня до поездки, мучает вопрос, а можно ли здесь купаться? Конечно, но есть одно но. Я тут понял, что за все эти 3 дня в Териберке я так и не потрогал воду в Баренцевом море. Потому что холодная. Вода холодная. Я просто думал, когда сюда ехал, интересно, а можно ли тут купаться? Но ни одного человека, купающегося за все это время, я не увидел. И сейчас, потрогав воду, понял, почему. Можно подумать, да, а почему вода не прогревается? Здесь же такая относительно маленькая глубина в этой бухте. Бывает температура иногда до 30 градусов. Почему вода не прогревается? А не прогревается она потому, что здесь постоянно отливы. Отливы, а где-то там, за Баренцевым морем, Северный Ледовитый океан. То есть вода более-менее, может, и начинает прогреваться, но отлив, она уходит назад, а вместо нее приходит холодная вода. Кстати, с пляжами здесь вообще все отлично. Буквально за сопкой находится еще один огромный пляж, на котором даже свой необитаемый остров имеется. Но вернемся в Териберку. Во время первого посещения я не обратил внимания, но на пляже есть еще несколько ресторанчиков и арт-объектов. Слушай, тут на самом деле очень странный режим работы у местных кафе, магазинов. То есть, то придешь, там света нет, мы не работаем, то мы с 11. Сейчас 8 часов, вроде самое время, а вот кафе уже все, кухня закрыта. То есть, захочешь покушать и негде. Так, попытка поесть номер 3. Ну а тут ценники, как в том ресторане, в котором до этого были. Эх, ладно, пойдем домой готовить. В общем, пляж красивый, и посещать его лучше в солнечную погоду. Ну и, конечно же, говоря о Териберке, нельзя не упомянуть так любимые всеми заброшки. Они здесь есть, но с каждым годом их становится все меньше. Некоторые здания из просто заброшек уже давно превратились в местную достопримечательность. Единственная заброшка, в которой я здесь хотел побывать, это школа, старая школа. Старое здание школы давно уже превратилось из обычной заброшки в некое подобие арт-объекта. Но обо всем по порядку. Здание сейчас, конечно же, находится далеко не в лучшем своем виде. Школьный звонок не звучал в этих коридорах уже более 15 лет. Школу закрыли в 2006 году, а всех детей перевели учиться в соседний поселок Ладейное. С тех пор здание школы медленно умирало. Блин, у меня, по-моему, что-то такого было учебника. Фильмы какие-то старые. Что мы там видим? Ничего. На стенках еще остался гербарий. Странно, как его еще тут не разворотили, потому что даже пол не сохранился. А гербарий висит. В
В начале 2010-х школа стала популярна у туристов. Сейчас же усилиями уличных художников здание больше похоже на некое подобие арт-объекта. На стенах много граффити и разных метких фраз. Мы стали теми, кого не понимали в детстве. Грустно, но правда жизни. Слушайте, ну очень атмосферненько. Особенно всякие вот эти надписи на стенах, которые прям в точку. Мне кажется, дети, которые здесь учились, постоянно отвлекались на уроках, глядя в окно. Но вы только посмотрите, какой отсюда вид. Но не со всех окон он одинаково хорош. Мне кажется, если бы вот здесь был класс, то в нем бы обязательно нужно было проводить уроки философии, потому что вид отсюда на кладбище. В общем, место атмосферное, мне оно очень понравилось. Если любите подобные места, то школа явно придется вам по душе. В Териберке есть еще одно необычное место, которое можно посетить. Оно называется «Конец всех дорог». На Яндекс.Картах дорога закончилась гораздо быстрее, на самом деле она идет дальше. Здесь вот начинается подъем, но люди оставляют машины здесь и идут наверх пешком, потому что там не очень хорошая дорога. Ну, сейчас посмотрим, стоит оно того или нет. На самом деле вопрос, стоит оно того или нет, у меня лично отпал сразу же, как передо мной открылся этот вид. Но вы только посмотрите, как круто. Вы, наверное, думаете, а что это вообще такое и как здесь появилось? Мне кажется, вы уже догадались, что это дело рук человека. На стенах можно увидеть следы обработки. «Газпром» где-то в 2000-х годах решил здесь строить завод. И начал он со строительства дороги к этому заводу. То есть начал строить мосты, начал долбить в скалах дорогу. Вот она сейчас на заднем плане. И знаете, чем все это закончилось? Да ничем. Никакого завода не построили, а дорогу вместе с 3 построенными мостами просто оставили как есть. Она реально заканчивается в скале. Мне кажется, если бы Гарри Поттера снимали в Териберке, то именно здесь бы герои фильма с разбега проходили сквозь стену. Блин, ну это прикол, конечно. Я бы это место назвал не концом всех дорог, а я бы тут памятник «Газпрому» поставил, а именно их стратегическому мышлению и планированию. Памятник мы все-таки построили, но не знаю, как долго он здесь простоит. Сейчас объект законсервирован, но частенько случаются обвалы. Вау, камни стали такого зеленого, красного, бурого цвета. Офигенно. На самом деле место красивое, и если есть время, заглянуть однозначно стоит. Помните, в начале ролика я как ежик в тумане бродил по поляне с каменными башнями и обещал сюда вернуться в хорошую погоду. Так вот, на обратном пути я таки сюда заехал. И знаете что? Виды меня ждали обалденные. Сейчас дует очень сильный ветер, но на улице 25 градусов, поэтому ветер теплый, очень жарко, комаров нет. Смотрите, какая красота. Ну и вспоминая свои ощущения, когда сюда только ехал, ветер, дождь, комары, подумал, что за жесть. Но смотрите, как меняется природа. И в этом вся Териберка, весь север. Одно и то же место может выглядеть как Silent Hill, а через 10 минут превратиться в солнечный городок с шикарными видами. Часто в разных видео Териберку называют краем света. Но я бы так не сказал, потому что ни в географическом плане, и уж тем более в плане цивилизации, она им не является. Териберка — это самый доступный вариант посмотреть на русский север. Бесконечное количество озер и пушистых сопок, край ветров и моря. Это уже давно не умирающий депрессивный поселок.
Сейчас это бурно развивающееся туристическое место, которое с каждым годом все сильнее меняется. Хорошо это или плохо, я не знаю, но мне здесь очень понравилось, и я сюда обязательно вернусь.